Вы слышали про засыпанные города? Нет? Сегодня я вам проведу небольшую экскурсию по городу, и вы сами все увидите. А начнем мы с места, где во второй половине 18 века турки построили крепость Энидунья, а уже после здесь начал закладываться город, который сегодня называется Одесса. Вот это место. Это колоннада Воронцовского дворца. Была бывшая оранжерея этого дворца. И что интересно, недавно тут начались раскопки. Сейчас мы пойдем как раз посмотрим, что там раскопали. Вот они ведутся раскопки археологами. Сейчас пока они не работают. Вот можем и посмотреть, что они уже тут нашли. Цокольная часть бывшего дворового фасада Бельведера раскрыта. Здесь ученые обнаружили ступенчатую конструкцию, облицованную каменной плиткой, вырезанной из инкерманского известняка. Такой бело-желтый инкерманский камень, очень качественный. Его в 19 веке очень широко использовали именно для сооружения дорогих действительно зданий. Среди находок, относящихся к античным предшественникам Одессы, фрагменты хиосской пухлогорлой амфоры. Культуролог Дмитрий Хомула выяснил, она датирована V веком до нашей эры. Глиняный сосуд предназначался для хранения дорогостоящего вина. Возле устья вот такая вот припухлость. Это именно характерная черта вот этой хиосской амфоры. И она широкая. У нее и тело, тулово ее очень плечики широкие такие. А вот фрагменты из ростовых печей 18-19 веков. Их поверхность покрыта роскошным орнаментом. Это часть массивного карниза, выполненного из обожженной глины. Ну вот так вот они соединялись, и вот такой был массивный декоративный карниз. В ходе архитектурно-археологических исследований ученые находят у колоннады старинные кирпичи, металлические изделия, стеклянные сосуды и фрагменты мрамора. Явно, что это какая-то доска была. Вот здесь вот, видимо, единичка была, то есть какая-то дата была, датировка, неизвестно чего. Но самое интересное то, что она двухсторонняя. Вот это вот поразительно. А это пробка знаменитого одесского пивного завода «Енни и Ко», конец 19 века. Они весьма ценятся на черном рынке антиквариата, такие вот штуковины. Под Бельведером археологи обнаружили фрагменты усадьбы Куликовского. Двухэтажный дом был приобретен графом Воронцовым вместе с участком земли в начале 19 века. Скорее всего, кладка старинного сооружения использовалась при постройке фундамента колоннады. К этому вопросу раскопок вернуться лет через 100, может быть, может 150. Поэтому было бы интересно, чтобы все-таки мы сегодня стали сопричастными к той истории, которая находится у нас здесь. И чтобы эти 150 лет, или там 100 или 300, мы рассказывали о том, что мы нашли. Исследования древних археологических слоев у Бельведера в самом разгаре. В будущем сооружению планируют вернуть его первоначальный облик. Задача в дальнейшем выполнить расчистку от всех наслоений, произвести работы по структурному укреплению ракушняка и провести его технологическую защиту, дабы в дальнейшем исключить всякую возможность разрушения. Исследователи уверены, колоннада еще преподнесет множество неожиданных открытий. Артефакты, найденные во время раскопок, станут частью масштабной экспозиции в Воронцовском дворце, которую откроют для свободного посещения. Вот Воронцовский дворец. И вот смотрите, идет перепад. Вот эта лесенка. Вот идет какой перепад земли. И, кстати, вот его уже забором окружили. И ведутся тут работы уже. Все-таки они начали копать уже. Хотел вам показать эти этажи. Получается, вот эта часть как бы закопанная.
Тут она была ровнее. Но сейчас не можем мы это увидеть. Я попробую вам показать, что там творится. Сейчас не будем заходить, тут реставрация закрыта. Ну вот вы тоже видите первый этаж, вот как бы полуподвальный. Он тоже засыпанный. Ну сейчас, наверное, видите, уже начали камни поднимать. Будут, наверное, археологи и тут рыть. А мы идем дальше на Приморский бульвар. А вот первый дом. Можем посмотреть. Ну, вроде бы как он сделан. Вот внизу цоколь. Он видно, что он современный. Вроде никаких окошек и не было. Но они были. Вот дальше, видите, тоже все как бы сделан цоколь первого этажа. Но он даже по высоте, видите, как они гуляют. Как бы этот первые этажи их. А вон дальше уже появляются окна. Внизу. Вот видите, тут тоже они цоколь заделали, а вот тут оставили все для света. Тут тоже все окна заделанные. Тут тоже они в этом доме часть поставляли окон. Тоже здание пустое пока. Вот обратите здание, внимание. Видите эти окна? Они по ширине, как и выше этажи. Вот они все такие. Так, идем дальше. Вот видите, они цоколь сделали, но оставили, накрыли окна. Вон там даже видно, чтобы свет проходил. Это лондонская. Тоже они тут часть закрыли цоколем, часть оставили окон. Кстати, здесь на Приморском несколько лет назад раскопки проводили. Где-то там даже доллары были когда-то, пару лет назад, но стужи нету. И вот интересные окна в этом доме. Тоже как-то они непонятно их позамазывали. Но тут этаж все-таки высоко он остался. Но возможно еще был ниже еще один этаж. Так, пойдем дальше, сейчас завернем в переулок. Вот мы в переулке Чайковского. Смотрите, как тут окна низко. Прямо под уровень земли. Вот там они выше идут. Чуть. Это расширяли окна эти. Батя, вы не пускаете где-то здесь прививки делали? Вот уже окна
утопились немного. Вот, и дальше уже окна видно, что были замазаны. Вот тоже, видите, окна. Все четко по окнам теперешнего первого этажа. Вот тут также идут. Ну, сейчас везде в этих как бы полуподвалах кафе. Там большие комнаты, высокие. Вон, видите, там комнаты. Все нормальная высота. Тут все засыпано. Тут вообще что-то сделали дверью. Наверху полотна заложили. А вот вниз, вот смотрите, как лестница глубоко спускается. Это же здание, там все идет. Сейчас мы на Лонжероновской улице. И вот тут тоже много зданий еще. Очень старых. Вот эти помещения. Мы сейчас попробуем зайти в кафе посмотреть. Я буду отсюда брать. Типа нормальные потолки. Вон тоже окна полузакопанные. Входы все вниз идут. Вон тоже какое-то заведение. Вот они. Вот так и закрывают окна первого этажа. Тут вообще тоже красиво замаскировали эти окна. Тоже окна. Там окна. Кондиционер в подвале ставить тоже незачем. Вот здание в конце, Лонжероновское. Посмотрите, какие окна на первом этаже и на втором. Есть немножко разница. И вон подвальные закрыты железом. Вот Лонжероновская заканчивается и упирается в Гаванную улицу. Вот что про это место рассказывают в передаче про Одессу. Получается, что начнем сегодня немного нестандартно, а именно с моста. Да, друзья мои, здесь когда-то был мост. Вот я сейчас иду по нему. Он был деревянный, изготовлен был в 1810 году и был перекинут через военную балку. Овраг, который здесь когда-то проходил, но в первой половине 19 столетия постепенно он был засыпан. Я вам уже рассказывал об этом в первой серии. Но этот мост соединял Екатерининскую улицу с Горсадом. И забегая чуть вперед, но памятуя уже ранее сказанное в прогулке по Дерибасовской улице, напомню вам еще об одном мосте, который соединял два края главной улицы Одессы. Он также был деревянным, строился чуть позже, в 1811-12 годах, дворянином, подрядчиком, строителем, господином Брынзой.
Ну и в отличие от моста на Дерибасовской, который сгинул навсегда, мост на Лонжероновской сохранился и находится и по сей день на глубине нескольких метров под землей. Но не торопитесь его здесь отковыривать без санкций соответствующих органов. Да, здесь была военная балка. Сейчас это улица Гаваная. И она вот так уходила вниз, и там правее сейчас называется военный спуск. А мы идем дальше. Вот здание она Гаваны. Вот эти окна первого этажа. Вот тоже обратите внимание. Вот тут интересно сделано. Лестница на второй этаж и вниз на первый. А вот ушел военный спуск. Это была военная балка, главные ворота в город. А мы идем на улицу Гоголя. Вот уже дом на Гоголя. Ну, тут, как видите, первый этаж просто отрыли. Тоже эти окошки, как все считают, что подвального помещения. И вот с другой стороны тоже вы видите эти окна. Вот тоже интересный дом. Ну, вот это у нас стиль архитектуры классицизм. Тоже тут видно вот этот первый полуподвал, как его называют. Вот тоже здание, лестница на второй этаж. Вот тоже дом. Как видите, внизу окна. Тут даже с этой стороны они выше, но тут склон идет. Там они более засыпанные. Вот известный дом с атлантами. Ну тут тоже есть первый этаж, он сильно засыпан. Кстати, интересно, что за атлантами тоже окно есть. Зачем оно было перед скульптурой такой? Скорее всего, что ее уже настроили позже. Ну, сейчас во дворик зайдем, глянем. Это все один дом. Ага, вот видно, вот они. Вот этот первый этаж, вы видите. Заборчик. И вот, копали немножко. Видите, как глубоко окна идут. И вот первый дом на Гоголя. Посмотрите. Тоже современный. Говорят, что его во время войны взорвали, но, как видите, первый этаж остался. Но он сейчас вроде как на подвал похоже. Вот идемте посмотрим.
Похоже, что вот это остался еще от старого здания, первый этаж. Уже дальше настроили. Вот идем дальше. Вот уже окно появилось. Сейчас мы завернем. Гоголя 1. Вот еще окна. Вот. Тоже тут они откапаны, уже откопано немного. О, и тут откопали их. Вот так он идет. Вот там тоже откопано. Видно. Вот это все от старого здания этаж. Мы в горсаду, вот первый этаж здания. Он идет, идет, идет и немного закапывается. Немного закапывается. Но его раскопали тоже там. Сейчас мы на улице Преображенской. Вот видите, тут тоже эти окошки. И тут у нас сейчас тоже проводятся раскопки. Видите, почти вся улица. Но они тут будут стелить новые трамвайные пути. Вон тоже такие же окошки. Вот интересно, если бы они копнули глубже и поближе к зданиям бы. Много бы интересного бы нашли. Вон тоже такие же окна. Сейчас мы на улице Дерибасовская. И вот смотрите, здание пассажа. И вот окна. Подвальные. Видите, какие они большие. Они закрыты. Но они были тоже такие же большие, как вот на этом этаже. Сейчас зайдем в пассаж. И что мы видим в пассаже? Мы видим те же закрытые окна. Вот они. Они все закрыты плитами. Вот. То есть тут тоже был первый этаж. Тут что? Да, по всему пассажу такие. А вот тут остатки видно. Все-таки для света открывают. Вот здание на Дерибасовской тоже. Там большие залы в этом полуподвале. Ну, это в основном все здания стиля классицизм. Вторая половина 19 века. Они все похожи по стилям. Хотел вам для сравнения показать вот здание. Это уже стиль модернизм. Начало 20 века. Но оно, к сожалению, видите, его реконструируют, и не могу вам показать. Сейчас посмотрю там. Ну, тут как бы все
вроде бы как нормально, с первым этажом. Там цокольный, вон видно, может. То есть вот здание уже начала 20 века. И построено. Вроде бы все правильно. Никаких нету этажей полуподвальных. Но, скорее всего, что оно все-таки стоит на каком-то здании. Но это проверить. Подвал тут 100% есть. Но никаких окон они не выходят. И вот рядом со зданием, уже здание более раннее. И тут уже есть у нас засыпанный этаж. Видите, какой глубокий. Ну и мы подходим к самому известному одесскому зданию в мире. Театру оперы и балета. Хотел его пройти мимо, но все-таки придется и на нем остановиться. Сейчас ближе подойдем. Обратите внимание, вот первый этаж. Он опять какой-то как бы укороченный. Вот над ним этаж, насколько он выше получается. А первый ниже. А вы не скажете, там вот идет углубление или ровно идет комната? Что-что? Потом идет на подъем. А, тут идет у вас немножко углубление, да? Да. А потом на подъем, да? Да. Не надо. Понял. Спасибо. Конструируют оперный. В принципе, давно пора. Ну и что мы тут сзади можем увидеть? Вот они, наши этажи. Непонятные. Дело в том, что театр оперы и балета был построен в конце 19 века. Но в начале 19 того же века тут был театр одесский. И вот на его крыше или этаже построили уже оперный позже. Вот видите, тут это все как бы откопано. И вот ниже идет лестничка. А здание вот оно идет все, как видите. Поэтому тоже странно так. Вот задняя часть оперного. Короче, я считаю, что мы с Сашей сегодня должны поговорить. Ой, как душевно поют. Тут тяжело определить, конечно, но вот этот цоколь, он тоже такой интересный. Непонятно. Такой высокий цоколь первого этажа. Тут тоже вот окна как-то непонятно сделаны. Ай, хорошо поет. Сейчас поднимемся вот по лесенке еще. Вот, тут тоже он, какая насыпь получается. А и вот похожие окошки наши. Вот они. Все тот же стиль, классицизм.
Да, интересно. Интересно, не замечал я тоже. Вон тоже окошко маленькое. Но это явно не похожие окна, чтобы они такими изначально были. Такого здания. Тут уже возвышенность они. Тут уже ровно идут помещения. Да, тут нету перепадов. Потому что тут возвышенность уже осталась. Вот опять же такой цоколь высокий. Тут дверь ниже, тут выше. Вот такой у нас театр. И вот начало Лонжероновской. Дома похожие. Тоже с такими подвалами. Целые магазины тут. Вот смотрите, какое интересное здание. Как тут начинают окна появляться. Вот они из земли раз. И повыходили. И у нас уже подвал начинает превращаться в первый этаж. Вот видите, как первый этаж превращается в подвал, как бы. И вот мы сейчас повернем. И все. А тут как бы нормальное здание с первым этажом. И ничего особенного. Вот такой интересный момент. Ну да, тут, конечно, идет наклон, поэтому и такой перепад идет по окнам. Там вон тоже такие же окна под наклоном идут. Вот здание археологического музея. И тоже как бы этаж вот есть вроде полноценно, а нижний непонятно. Вот окошки сделаны. Ну такое здание явно не могли так построить. Ну, вот сейчас мы тут спуск идет. И вот оно, само здание. Насколько оно выше. Оно выше, видите? И тут какой уровень уже засыпанный. Вот как раз окна и должны были быть вот эти. Просто заделали вот эти окна. Скорее всего, что он еще этаж был. Вон от него окошки остались. То есть получается, это не одноэтажное, трехэтажное здание. Вот одно окошко оставили, два даже. Вот так. А вот напротив археологического музея английский клуб бывший. Тоже посмотрите. Что-то явно тут как-то не хватает. Вот в этих окнах. Явно этот цоколь, он что-то тут закрыл. А закрыл он просто окна. Я прошу прощения. Можно у вас узнать? Вот вы рисуете, да, здание?
А вот как вам вот вообще вот этот, ну, стиль архитектуры, вот это классицизм же, да. Ну вот верхний, допустим, этаж и вот нижний, как вам? Сочетаются вот эти окошки с окнами? Ну, по вашему мнению. Это, в принципе, классический подход, то есть массивный. Первый этаж, в данном случае, это даже скорее цоколь, соотносится к более легкому ажурному второму этажу, ну, то есть это скорее как оптические эффекты, которые должны каким-то образом влиять на зрителя. Но, ну, в принципе, это довольно типичный классический подход, который можно встретить на любом здании. Не, ну я как бы видел, как бы, ну вот оно окно идет, вот как на втором этаже, а тут оно как бы вот, ну, этим цоколем, оно как бы замазано, это окно, ну, заложено. То есть, как бы, по идее, тут окно должно быть вот как на, возможно, да, на предыдущем этаже. Возможно, изначально они были чуть выше, эти окна. Ну, в принципе, это слуховые окна цокольного этажа. Слуховые? А что значит слуховые? Тут бы через это окно особо много... Ну, обзор через него, я так понимаю, не предполагался. То есть оно чисто для допуска света в то помещение цокольное. Все. А цокольное помещение, я не понимаю, для чего в таком здании тогда это цокольное помещение, когда обычно, ну, первый этаж же он тоже был жилой. Зачем вот этот цокольный? Центральный вход там расположен на более высокой На части. высокой части, да. А это, ну, за счет перепада высоты и получается такой довольно большой выступающий цокольный этаж. Я понял. Ясно, спасибо большое. Удачи вам. Вот этот вход в английский клуб. Ну, как бы парень художник, он сказал логично, да, с одной стороны. Потому что тут идет спуск. Но вот опять же, при входе, вон и здесь, тут две лестницы. Зачем при входе в центральном такого клуба строить вот такие подвальные входы? И вот этот спуск. Мы идем, здесь еще один вход. И посмотрите, вот эти, как он говорит, слуховые окошки цокольные, вот. Они тут откопаны. Вот. Они были ровно вот как земля вот сейчас. Засыпаны. Их откопали. То есть это явно было не в начале строительства. Так что вот так. Вот мэрия наша, бывшая биржа. Сегодня вот вроде 2 этажа. И вот он еще один этаж. Какой глубокий, видите? Окна большие. Вон уходит. Вот это откопали все. Вот такие интересные у нас здания в городе, как вы увидели. И я вам скажу, таких городов с такими зданиями очень и очень много. Это можете сами увидеть. И вот оно здание. Вот здание целое.